Я очень рад приветствовать вас, господин Гадель Гумеров, в рамках нашего проекта «Устная история». Нас интересуют рассказы таких людей, как вы, свидетельства о времени, о вашем восприятии этого времени. Я думаю, будет всем очень интересно, прежде всего потому, что хоккей – один из самых популярных видов спорта в мире. И я должен вам сказать, что я сам большой-большой поклонник хоккея с детских лет, и мне вдвойне это приятно и интересно встретить человека, профессионально занимающегося хоккеем. И нашим зрителям, слушателям будет очень интересно узнать ваши впечатления, мнения об этом виде спорта. Прежде всего, хотелось бы узнать, как вы пришли к хоккею? Ведь видов спорта много. Большое спасибо, во-первых, за то, что пригласили в эту прекрасную передачу. Началось все в Татарстане, в городе Нижнекамск, маленький город. Мне было 3 года. Особо заняться в маленьком городе нечем. Чтобы меня все-таки направить в спорт, оттолкнуть от улиц и так далее, мне подарили коньки. Подарил мне их дядя. И там начались первые шаги зимой на коробке. Как это все принято. Не в крытых каких-то ледовых дворцах, когда сейчас уже есть у детей такие возможности, да, что теплые раздевалки, теплые там ледовые помещения. А заниматься мы начали в таких суровых условиях, когда уши мерзли, но все равно там продолжали играть, бегать, пальцы там отмерзали. Вот, поэтому началось все там. Дальше я уже начал заниматься лучше и лучше, и был набор моего возраста. Это уже сколько лет? 5 лет, по-моему, или в 6. Я хочу зафиксировать. В 3 года вы начали заниматься хоккеем. Да. И когда набирали года, допустим, я 95-го года, набирали 93-й год команду, 94-й год команду. И я вот занимался с ними, пока все-таки не пришло время как раз моего года 95-го набора. Вот. И когда уже у нас был набор, я уже, соответственно, был хорошо стоял на коньках. И, вы ветеран были уже. Да, то есть опытнее, чем остальные игроки, которые только пришли в хоккей. Вот. Итак, получается, у нас был отбор, команда из там 60 человек. Нужно было тренеру оставить, там, грубо говоря, 40 человек. Сначала 50, ну и так по 10 человек отсекали, и в итоге собралась команда примерно там 25-30 человек. Тренер у нас был очень опытный, очень сильный, и он действительно собрал хорошую команду. Мы всегда занимали первые места по Поволжью, и мы ездили там, были одной из лучших команд вообще в России. То есть из такого маленького города к нам приезжал ЦСКА московский, чтобы с нами спарринговать. С спаррингом ЦСКА вы были? Да, то есть мы всегда с ними как бы на равных были. Такие сильные школы, Челябинск, допустим, то есть тоже с нами всегда боролись. Вот. Поэтому мы очень хорошо вместе держались, но потом, как это всегда бывает, нашему тренеру предложили работу в более хороший клуб, это столица Татарстана, Казань, Акбарс. Он, естественно, воспользовался возможностью и до сих пор работает там и показывает хорошие результаты. Я же отыграл до примерно 12 лет в нефтехимике в школе с другими тренерами. И потом у моей мамы возникла идея, чтобы перевести меня в Питер, в Санкт-Петербург, в команду СКА. Вот. Я съездил на просмотр, они на меня посмотрели, как бы сказали, да, мы хотим вас видеть как бы в команде. Тоже легендарная команда. СКА, конечно, да, спортивный клуб армии, это очень престижно играть там. И далее поступило такое предложение попробовать себя в Канаде. В Канаде? Да. И мама, получается, оплатила билеты. Вот. И я полетел с группой игроков из России в Канаду, чтобы попробовать свои силы и посмотреть как бы уровень. И там была возможность остаться в хоккейной школе, в колледже,
там и проживание, вот, и обучение, соответственно. Поэтому я прошел просмотр и очень понравился тренерам, и они сказали, мы хотим тебя видеть на следующий год. Вот, то есть в Питере я немножко поиграл, и как раз я уехал Сколько в лет Канаду. это вам уже было, когда Канада? В Санкт-Петербург я уехал в переходный 12-13, подходил уже 13 лет, там я жил один. И в 13 лет я улетел в Канаду, тоже один туда. Вот. И как-то всегда у меня жизнь так... Я легко уезжаю, на самом деле, потому что у меня вся жизнь с детства была вот... То мы в один город уедем, то в другой город уедем, поэтому я особо как-то уже... У меня нет такого, что там скучаешь по дому. У меня наоборот, как-то все ко мне наоборот приезжают. Вот. И в Канаде я прожил и отучился 3,5 года. Затем мне нужно было переходить уже в юниорский хоккей. Секундочку, а в каком городе в Канаде В все это Канаде происходило? я жил 2,5 года в Монреале и год в Оттаве. Это же мировая столица хоккея. Да, в Монреале. Монреаль Мы там канадец. ходили и на игры НХЛ, то есть и потом я переехал в Оттаву, уже в другой колледж, более такой серьезный, престижный. Вот. Команда у нас хорошие результаты показывала. После чего поступило предложение попробовать себя уже в юниорской лиге, то есть уже следующий уровень. И мы поехали с агентом в Америку, в Соединенные Штаты Америки. Там мы попробовали себя в 3 командах, и все 3 команды как бы сказали, мы хотим вас видеть. И у меня был выбор уже, в какую из команд лучше ехать. Выбрали штат Вашингтон, это город Веначи возле Сиэтла. Вот. Там я отыграл сезон, практически полный, но случился небольшой там казус. Мой агент немножко не досмотрел по документам, нас отпустили на 10 дней, по-моему, в отпуск. И когда я начал возвращаться обратно под плей-офф, мне поставили штамп «закрыто», потому что я где-то там просрочил даты. Я начинаю звонить агенту, он говорит, я разберусь. В итоге, серьезно так он меня подставил. И, в общем, у меня не получилось вернуться, и у меня уже возраст был под молодежную хоккейную лигу в России. Я позвонил домой, в Нижнекамск, потому что у них есть молодежная хоккейная команда. И мне сразу же ответили, как бы, давай, мы тебя ждем. Вот я приехал, соответственно, сразу подписал контракт. Все, и мы отыграли сезон в молодежной хоккейной лиге, и довольно-таки очень хорошо у нас так серьезно подобран был состав. Провели хороший сезон, и, естественно, начались предложения уже там из ВХЛ, с высшей хоккейной лиги. Вот, но у нашей команды была континентальная хоккейная лига. Да. Мы подписали контракт, начали проходить сборы, далее нас там перевели в высшую хоккейную лигу, это фарм-клуб. Мы отыграли в высшей хоккейной лиге. И далее, после этого сезона, меня опять еще на 2 года переподписали. То есть, все нормально отыграли, переподписали еще на 2 года. Далее у меня была травма. То есть, такая серьезная, на самом деле, травма колена. И, если честно, там и выбитые зубы, и все остальное. И как-то я подумал, на самом деле, так и принял решение, что, не стоит это этих, денег. Жертв. Да, жертв, поэтому нужно всегда вовремя уходить. И еще я был, такого небольшого роста по сравнению, то есть там могло все что угодно случиться. Я устроился, не зазорно было, я сначала маме просто в кафе начал помогать бесплатно, а потом вообще устроился барменом туда. Я на улице увидел то, что проходит наш спортивный директор нефтехимика. А это было в Казани вообще. То есть он там как-то приехал с течения обстоятельств, и мы находились, я в кафе нахожусь, смотрю на улицу, и он проходит. И мы разговорились. Поступило предложение из Китая, но никто не знал, куда.
И по приезду в Китай на меня посмотрели, и получилось так, что меня устроили в олимпийскую сборную Китая. Да, вы что? Да. Которая готовилась как раз на 22-й год на Олимпиаду, На которая Олимпиаду. прошла в Пекине, да. То есть вы в Пекин приехали, да? Я приехал в Пекин, да. И я работал с командой. В каком качестве вы там работали? Тренер по развитию. Тренер по развитию, да? Есть То такая есть отдельная, да, позиция? Отдельная позиция, да. Это технические моменты, как правильно кататься, как правильно овладеть клюшкой, шайбой, как правильно бросать и так далее. И отработал я там ровно с 18 по 20. Уже все шло к Олимпиаде, уже все прям так все хорошо было прям. И пандемия. Угу. Мне как раз нужно было получать визу. Я выехал из Китая, взял с собой рюкзачок. Думаю, обычный вирус, бывает же. Да. Грипп, свиной, там, Да, какой-то, да. любой грипп. Ну ладно, там на 2 недели. Все устаканится. И все вещи у меня там остались. В общем, я их только вот получил 2 месяца назад. Но все-таки получили. 2 месяца назад, и Да. то совершенно тоже случайно человек проезжал мимо там и взял. А там очень много вещей, чтобы вы понимали. На каждых вещах находилась эмблема Китая и Олимпиады. И это, знаете, это как воспоминание просто. на Ну, будущее. конечно. Да. Да. В общем, вернуться я так и не смог туда из-за пандемии, потому что нашу базу, то есть это хоккейный центр зимних видов спорта, там были биатлонисты там и так далее. Закрыли, команду вывезли в Монголию, и всех иностранных тренеров попросили уехать из страны. Канадский хоккей. Какой на вас произвел впечатление? И на какой позиции, кстати, вы играли? Вот ваша позиция какая была? Я играл в нападающем центре, Центральный нападающий. Да. Ну, это вообще... Я расскажу про Канаду. Это просто отдельный хоккейный мир. Угу. Там ворота в каждом доме, в гараже стоят хоккейные ворота. Там всех абсолютно с детства отдают в хоккей. Хоккей. Да. То есть, да, потом он может будет там учиться, Да. может будет полицейским, может будет официантом, но в хоккей он должен уметь играть. Тут что интересно, спортивная нация, да? Да, и девочек отдают в хоккей, то есть, как бы все умеют стоять на льду. Да. Кто-то фигурное катание может быть, кто-то хоккей, но смысл один и тот же, все связано со льдом. И интересно то, что родители, они сами выходят на лед с детьми постоянно, как волонтеры. Занимаются всегда, то есть прямо уделяют этому очень большое время на самом деле. И опять же у них очень холодно зимой, они заливают коробки, они делают коробки, то есть потом разбирают. Я сам лично даже помогал как бы нашему колледжу там ставить борты, заливать, то есть лед. Очень интересно там жить на самом деле, потому что ты начинаешь узнавать все вообще о хоккее. И куда бы ты ни посмотрел, ты везде смотришь хоккей. На телевизоре реклама, вся связанная там практически с хоккеем, там и машины, тоже про хоккей что-то. Тем более Монреаль, это же вообще столица мирового хоккея. Да, Монреаль это прям такие воспоминания у меня. Я там и на матчи НХЛ ходил, Национальная хоккейная лига. Вот, и как раз попал на матч Монреаль-Бостон, а они очень такие заклятые враги, да, у них дерби. И это был очень жесткий такой силовая игра. И сесть некуда было. А стадион там, если больше я не 20 ошибаюсь, тысяч? Да, 20 там миллионов. Ой, миллионов. 20 тысяч, да. Да. И атмосфера такая, что там все зрители просто на ушах. Там. Я могу представить, да, это. И очень такой хороший опыт для меня был. И это подбивает на то, что мотивирует тебя работать каждый день. Да. То есть и очень приятная атмосфера.
Отсюда эти все звезды, правильно? Если такое внимание, такое воспитание вырастают канадские. Да. То есть, понимаете, они профессионалы с детства, я бы сказал. Они очень много уделяют времени сейчас уже и питанию, и как они ведут себя в раздевалке, и как они общаются, и как они думают, и все как бы там целые институты хоккейные там, то есть, поэтому, но я не скажу, что советский хоккей был хуже, то есть у нас тоже. Ну, конечно. Я вот вам хочу сказать, что я-то поклонник хоккея со стажем. Я вот хочу назвать своих звезд, которые для меня стали просто образцами. Сперва канадского хоккея, а потом вы назовете своих, если у вас есть какие-то предпочтения, просто интересно. Знаете, для меня защитники были два. Ларри Робинсон, вы, может, о таком мы не слышали. Бобби Орр. Ну, Бобби Орр. Да, такая же суперзвезда. И три игрока нападения просто фантастические. Гилли Флер, Марио Лемье и, конечно, Грецкий, это безусловно. Вот для меня вот эта пятерка канадских хоккеистов просто на все времена. То есть я видел их игру, естественно, по телевизору в то время, но оно произвело на меня неизгладимое впечатление, поэтому эти имена для меня остались. У вас есть какие-то свои Все те же самые. Серьезно, да? Ну, да, они как бы, ну это уж такая вот канадская классика. Их помнят в Канаде, да? Да, конечно, там музей в Торонто там и там хоккейной славы, да? Вот этот знаменитый музей. Да, я там был, классный очень музей, очень много интересного есть все посмотреть, почитать вообще, как это было, посмотреть, как вообще клюшки выглядели, как там вратарь вообще выглядел, да? Да. Самый бедный там человек вообще там, ну его на расстрел просто выводили без всего, там, без маски, в нагруднике, которые чуть толще моей рубашки, там, и люди со шрамами уходили оттуда, ну, очень страшно. Но вот тогда как раз и люди сейчас вспоминают, насколько жесткий был там хоккей. Хоккей, да. Прям вот это... драки, это зацепы, это прям... Раньше правила-то были там... Не отрегулировано, да? Ну, все как это было... бы, да, то есть, а людям нравится, а правила из-за этого и не меняются, а люди там такие травмы получали, да, очень серьезно. Ну да, жесткий вид спорта, конечно, хоккей, мужской. Да, поэтому этих людей там помнят и будут помнить еще долго. Что касается советского хоккея, я тоже вырос на этом хоккее. Я вам скажу, у меня были тоже свои предпочтения. Да, лучшая пятерка, какую я видел в своей жизни, для меня лично это было динамовская. Не ЦСКА, как обычно вот сложилось. Это Валерий Васильев, Василий Первухин, два брата Голиковых, Александр и Владимир, и, конечно, Александр Мальцев. А вот что касается уже сборной, то я считаю, что лучше, чем вот эта тройка Якушев, Мальцев и Харламов, наверное, это тоже на уровне тех же самых канадцев. Да. Ничем не уступает. Вот скажите мне, с вашей точки зрения, меня эта тема интересует. Почему сейчас российский хоккей при тоже обилии талантливых игроков все-таки не достигает такого уровня, какой был в Советском Союзе? Ведь в Советском Союзе это была передовая хоккейная, да, держава. Они же побеждали НХЛовцев. У нас, в принципе, сборная сильная. Единственное, у нас уступает лига КХЛ, она уступает НХЛ, потому что все звезды, видите, да, они в раннем возрасте уезжают. И тут начинается как бы дефицит хороших игроков в КХЛ. И начинают выбирать второсортных оттуда, из НХЛ сюда или из АХЛ. И вот получается, поэтому лига очень слабеет. А сейчас как раз-таки начинают потихоньку удерживать наших игроков, как это и было раньше, помните, да? Уезжать было там только под каким-то серьезным. Но вот сейчас они остаются. Капризов также доиграл до определенного момента. Там. Сейчас вот у нас Мечков, тоже восходящая звезда, как бы, на которого большие надежды. А сейчас их пока оставляют как раз в лиге, и лига начала смотреться немножко интереснее даже. Да. Мы должны выйти на этот уровень, но это будет очень сложно, потому что какое-то время мы все-таки, когда бултыхались в 90-х годах, мы все равно потеряли. Что-то утратили, да?
И, Какую-то преемственность, да, Да. вот, которая с теми традициями хоккейными Да. великими. и опять же, система в Америке все-таки, в Канаде и в Соединенных Штатах, они эволюционируют. Мгм. Вот. Там идет эволюция такая, и как бы они изучают что-то новое, пробуют что-то новое, все методики вот эти. У нас очень хорошая школа была раньше, просто Самостоятельные свои. ее посмотрели в Финляндии, в той же там в Швеции, да, они украли. Серьезно, Ну, да? как бы да, они посмотрели все, записали и начали сейчас уже вот это мы придумали. То есть все уже Мгм. давно было придумано, и как бы ну, Мгм. все это было известно. Да, что-то можно виды изменить, виды что-то сделать, но родоначальниками все равно это вот в Канаде и приезжали люди даже вот и записывали, да, наших тренеров, что они, как они там преподают. Потому что это было странно для них, что так хорошо, и так они быстро догнали, и так они там и выигрывали, да. Да, да. То есть им было интересно очень, как они все это делают. А у нас действительно, у нас были очень хорошие методики, если почитать, там сейчас вот все просто в красивую обложку это Мгм. засовывают. А раньше это простые книги были, там, Да. Вот журналы, записи. я не свой непрофессиональный взгляд, да. Мне кажется, одна из причин в том, что, ну вот я смотрел, я-то с детства хоккей смотрю, вот эти все суперсерии с 1972 года, начиная до конца 80-х, пока это было интересно. Сразу отличалась сборная СССР от сборной Канады или НХЛовских команд по стилю. Было видно, что это разные команды, у них разные стили. Сейчас мне кажется, что российские команды, я не хочу сказать, что они плохие, но они стали очень похожи по стилю на канадские команды. То есть наши же игроки, российские игроки в основном ездят же вот в Канаду, они канадцы приезжают сюда. Ну, да. И получается такое в большей степени заимствование, вот, ну а превзойти их в их хоккейных традициях, наверное, трудно. Нужно что-то предлагать другое, правильно же? А Советский Союз предлагал свою какую-то модель хоккейную. У нас был более комбинационный хоккей, а у Мгм. них был более силовой хоккей. И сейчас, так как площадка уменьшилась, Да, канадская, сейчас комбинации проводить очень мало времени, мало места Мгм. осталось. А в их хоккей играть, они уже давно в него играют, Да. и они понимают уже, что нужно и как нужно делать. Он у них в откуда крови, нужно- этот да, хоккей. как нужно бросать и как нужно... Потому что играя, если на старой площадке, вот в такой хоккей, как они играют, да, ну, им немножко тяжеловато, а наши их просто раскатывают именно комбинациями. Мгм. Вот. И поэтому сейчас комбинации есть, но их мало, и все-таки новый вот этот стиль хоккея под названием «бей-беги», он как бы он, да, он энергозатратный, но он очень эффективный Мгм. и эффектный. То есть, Эффектный. да, и понятно, что красиво и в комбинации играть, но когда там стекла трещат, там Да. бросают отовсюду, там драки, Да, то есть да. это немножко Картинка другое. такая мощная. Да, то есть это постоянно они не как в футболе, там можно постоять где-то там, да, то есть постоянно идет вот эта вот работа, и выглядит очень эффектно. Это то, что нравится зрителю, Мгм. болельщику. Да, да, это же зрелище, понятно, это огромный бизнес, и многое делается под это, да, все-таки под Конечно, картинку. Но в любом случае это, конечно, совершенно замечательный, великий вид спорта, с моей точки зрения, один из самых интересных, динамичных. И вот то, что вы рассказываете, даже вот о таких жестких каких-то последствиях, это понятно, да, это тяжелый вид спорта на самом деле. Он же требует колоссальных, да, физических нагрузок. Конечно, каждый год мы проходим тренировочные сборы. Это очень такой серьезный период времени для каждого хоккеиста, и все подходят к нему
чуть ли не там трясясь, Ага. не зная, чего ожидать. Как потому летчики. Да, то есть потому что там и кроссы все возможные, там и нагрузки, и в жару где-то там бегаешь, то есть и Нормативы есть, да, зарядки. какие-то нужно выполнять? Ставится база определенная перед сезоном, Угу. чтобы вот весь сезон ты мог играть как бы на высокой выносливости. Угу. Вот. Поэтому, если же ты приходишь без этой базы определенной, то в каком-то моменте ты можешь просто подсесть. Угу. Поэтому, но говоря сейчас вот опять же про советский, там, ну, Россию сейчас возьмем, да и даже Казахстан, наверное, сейчас страны СНГ, и Америку, то там каждый сам готовится к сезону. То есть, получается, это же вот ментальность особая, да? Опора на самого себя. С детства они знают уже, как вы говорите, все занимаются. А у нас все-таки привыкли, нужен тренер, Да, наставник. О том, о чем я и говорил, то что с детства они уже в хоккее. Они понимают, что в Канаде просто бешеная конкуренция, очень много команд, очень много лиг разных. И то, что ты находишься в этом возрасте на каком-то хорошем уровне и забиваешь голы, то это абсолютно не значит, что ты будешь играть в хоккей. То есть в России же все как бы... То есть вот папа привел к тренеру, все, тренер должен меня тренировать. Там. Вот. И уже без тренера они не могут. Сейчас, на самом деле, вот взрослое поколение КХЛ больше уже начали, опять же, смотреть в ту сторону, в Канаду, в США, и тоже начинают готовиться сами. Тоже подходят уже к сборам не, как мы говорим, не с пивным животом, чтобы потом на сборах его там а как бы уже подтянутые приходят и готовятся серьезно. Профессионально начинают подходить к этому. Вот. Но все же еще и сама система не дошла до того, что можно доверять всем. И нет такой бешеной конкуренции. Если бы у нас на одно место было по 40 человек, то вот как в Канаде тренер, ну он просто придет на тебя, посмотрит, скажет, как бы, мальчик, ну давай ты там где-то, может, в другом месте поиграешь. Вот. Наш же тренер все-таки он возьмется за него, начнет его как бы тренировать, чтобы он там к сезону подошел в оптимальной форме. Вот вся разница, потому что кадры. Немножко есть кадровый голод, поэтому. Я хочу вам сказать, что вот то, что вы рассказали, мне очевидно совершенно, что это очень формирует характер. Да. Вот в таком молодом возрасте попали в эту среду постоянной конкуренции, правильно же? Да, вы конечно. все время жили в состоянии конкуренции. Да. И во время тренировок, и во время, тем более, уже игры, правильно? Да, Потому конечно. что, тем более. То есть это, конечно, формирует характер, и с другой стороны, слабые там не удерживаются, да? А первое, что видят в хоккеисте, именно в игроке, смотрят на стрессоустойчивость и характер. То есть, если ты способен конкурировать, то из тебя еще что-то может получиться. Если ты слабохарактерный, их обычно сразу отодвигают, как бы, потому что именно в конкуренции ты растешь. Да. А когда у тебя конкуренции нет, то в целом... И она же становится все жестче и жестче, Конечно. рассеивают слабых. Конечно. Остаются-то сильные. Конечно, потому что школ, скажем, там 100 штук. Да. Сейчас же еще появляются частные школы, не только там. Да. Школ 100 штук, а в КХЛ 30 команд. Ну, я образно. Понятно, Да. школ больше, конечно же. А в КХЛ команд 30. Да. А в команде там по, ну, скажем, максимум там взять по 30 человек, да? Да. Это у нас 900 человек, а попади со всей там. Да. А еще же приезжают легионеры, не надо забывать про это. Да. Поэтому с каждым годом конкуренция, конечно, она все жестче и жестче. Давайте теперь вернемся к Узбекистану. Как вы оказались здесь?
Вот возвращаясь к тому человеку, с которым мы встретились как раз, я ему позвонил, когда у нас уже ситуация такая с пандемией случилась. Его зовут Владимир Иванович Сторонкин. Я ему позвонил и объяснил ситуацию, что сейчас, в принципе, я на ходу. То есть я вот только там отработал. Узнал, где он. То есть он сказал, я вот сейчас в солнечном Ташкенте, работаю в Узбекистане. Как раз у них за год до того была команда высшей хоккейной лиги здесь. Они, кстати, очень хорошо играли. Там был главный тренер тоже Попихин Евгений Николаевич. Они очень хорошо играли. И эта команда, набранная с нуля. Да. И они прошли там 2 раунда в плей-офф уже. То есть это очень Хумо, хороший да? Хумо, да. Я ее видел, эту команду. Да. Я ходил. И из-за пандемии сезон остановился. Я позвонил, ему объяснил ситуацию. И через какой-то период времени, буквально там, наверное, полгода, мне поступает звонок от него. Ты готов? Я говорю, я готов. Он говорит, пока что здесь нет взрослой команды, но потихоньку начнешь, вольешься там, так скажем. Главное попасть вот, да, в струю. Я прилетел, мы начали работать с детьми. Год? Это был это был... Недавно же совсем, получается, да? Нет, это 3 года назад. 3 года уже. Да. В феврале 3 года назад. Ну, 20-й год, да? Конец 20-го. Да. Вот. И приехали сюда. Школа здесь, конечно, была так немножко своеобразна. Вот, потому что здесь идет не отбор, когда у нас там приходит по 200 человек в один набор, 1 год, да. 200 человек, то есть бешеная конкуренция, надо отобрать из них там 40 человек, да, из 200, то это называется отбор, а здесь идет набор, потому что еще новое это что-то, и то спасибо там, то, что в ВХЛ играли, немножко больше народу заинтересовалось и начали приводить своих детей. И из-за того, что у нас, допустим, скажем, 2006 года там 5 человек, 2007 года там 5 человек, 2008 года там 9 человек. В общем, в одну команду их не соединить, потому что это разные возраста. Да. Но пришлось соединять по 2 возраста хотя бы в одну команду. Более-менее как-то мы собрали там несколько действительно команд, которые хотя бы тренировались вместе. Далее мы начали уже соединять и по возрасту, и по силам, то есть кто как растет там и так далее. Но начало было такое интересное, тяжелое, нужно было прям очень сильно. Зато интересно с нуля начинать какое-то дело. Оно не было с нуля на самом деле, там же уже игроки были, да. Но оно было вот немножко как-то вот не до конца вот собрано, что ли. Мы же утратили традицию, у нас была команда, пускай не выше лиги Пинокор, но в первой лиге Советского Союза играл, это большая была мощь. Да, кстати, вот в этой команде играл как раз генеральный секретарь Федерации хоккея Узбекистана Шукрило Каримов. Он разбирается, понимает. Да, то есть речь. Хорошо, что такой человек как бы работает у нас в Федерации, и он действительно направляет и смотрит, общается, подсказывает, и как бы вот, мы с ним всегда беседуем. Вы знаете, что меня удивляло? У нас же не было Ледового дворца много лет. Вообще нигде нельзя было посмотреть хоккей живьем в Узбекистане. Вообще. И вдруг, просто как феникс из пепла, я узнаю, что у нас построили Ледовый дворец, я узнаю, что там есть хоккейная команда. Я сперва к этому отнесся очень скептично. Думаю, какая может быть хоккейная команда, если практически ничего не было. Меня убедили, что это не так. Я пошел, вот о чем вы говорите, и посмотрел несколько матчей Хумо с приезжими командами. И меня поразил уровень, как это все профессионально было выстроено и зрелищно все это выглядело, то есть по всем современным традициям. Как это удалось сделать? Вот вы
как так быстро, это вообще возможно, да, оказывается, так быстро создать фактически, ну если не на пустом месте, но без какой-то серьезной основы такую профессиональную команду, как была вот Хумо до пандемии. Но это в первую очередь, конечно, работа всего руководства, да, и спонсоров. Это огромная работа тренерского состава. Ну и руководство страны, наверное, кто это вот Да, дал да. заинтересованность. Да, федерации руководства. Это огромная работа маркетинга. То есть все равно, когда очень много зрителей, это подгоняет все и подгоняет команду как бы. Ну и болельщики, и все вот это в совокупности, пазлы сложились, и получился хороший вот этот проект. Очень хороший. Да. Так жаль, вот эта пандемия все сбила. Потому что это поднималось, я видел, сколько зрителей приходили. Женщины, дети. То есть зал был всегда полон. Да. Но, видимо, так надо было. Если бы не пандемия, я бы до сих пор работал в Китае. Ну, это да. Как бы тоже на хорошем уровне в сборной, но в Китае. Вы сейчас тренируете всю команду или Я тренер Федерации хоккея Узбекистана, Так. ну как бы сборной, да, Ага. и команды профессиональных Хумо, профессиональную команду которые вот Хумо. сейчас, опять же, воссоздали. Воссоздали, получается. И играет она сейчас, правда, не в высшей хоккейной лиге, она играет на Казахстан. Ага. В Казахстане, получается, 11 команд, и мы были 12-й командой, которая зашла в чемпионат. Ага. И опять же, за такой короткий срок тренерский штаб, руководство, маркетинг, спонсоры создали команду, которая дошла до финала. То есть, да, мы дошли до финала и играли, можно сказать, там, ну не со сборной, конечно, Казахстана, но очень много игроков в этой команде, очень хорошая, приличная команда нового образца, то есть там они играют очень активный хоккей. Но они играют уже давно друг с другом. И очень хорошая прям такая игра была между нами. Но они оказались сильнее. Вот. И по окончанию сезона к нам уже приходило по 7, по 8 тысяч человек. То есть у нас очень хорошее такое. Извините, сколько вам лет? Мне 27 лет. Вы стали тренером в 25 лет, получается, да? Самостоятельным вот тренером. Первый такой нормальный опыт, да, в 25 лет. Скажите, вот этот переход от игрока к тренеру, как у вас прошел? Быстро, органично, да? Понимаете, когда я жил в Канаде и в Соединенных Штатах, я смотрел за другими тренерами. Я подсматривал, я где-то записывал. То есть, учились тогда уже? Да, то есть они где-то даже нас звали игроков, чтобы мы им помогали в каких-то хоккейных лагерях. Там, то есть же хоккейные лагеря еще. Я подсматривал, смотрел, как это все работает, записывал, там и конспекты какие-то у меня есть, и у меня там папка есть определенная, где там есть тренировки определенные, то, что я видел, видео есть разные. И поэтому как-то так вот, когда меня поставили уже вот на хороший уровень, сразу причем там с корабля на бал, да, когда я оказался там, первое время, конечно, я немножко так чуть-чуть нервничал. Вот, но я быстро вошел в ритм, просто я начал вспоминать, как они работают, и я начал, и оно все пошло так, и когда я уже приехал сюда, у меня в целом, опять же, вот переход здесь, дети опять, там после взрослых дети, с детьми тоже есть какая-то специфика, потому что их там больше надо именно прививать любовь к хоккею еще и воспитывать, потому что они больше плачут там и так далее. Вот. Здесь уже, вот, когда меня пригласили уже в главную команду здесь, собрали ее, здесь уже другая работа. Конечно, они тоже немножко как дети, взрослые. Да, то есть у них там... Ну, для тренера игроки всегда как дети. Да, у них есть уже другие проблемы. Маленькие дети, маленькие бедки, большие детки, большие бедки, да. И поэтому
здесь тоже нужно подстраиваться под настроение, и здесь другая специфика, ты уже смотришь, как в игре он действует и что ему нужно, какие менее развитые стороны ему нужно как бы подтянуть. И, соответственно, продолжая развивать свои сильные стороны. Ну, вы просто молодец, потому что очень редко, когда даже выдающиеся игроки становятся хорошими тренерами. Да? Масса случаев провалов, да? Конечно, великих конечно. игроков. Это другая профессия, Конечно, правильно? совершенно другая. всё. От того, что ты великий игрок, это абсолютно не означает, что ты хороший тренер, наставник. Да, нужно очень много уделять психологии. Да. Нужно понимать человека изнутри. Мгм. Вот, и смотришь уже на хоккей через, ну, как бы через другую призму, на самом деле. Да. Вот. Поэтому Ну, это выдающаяся По-другому. профессия, тренер. Это выдающаяся профессия, хорошая, это да. лидер, да, это хороший. Благодарная, если правильно, это же воспитание огромного количества людей. ты должен не то что заставить, ты должен заинтересовать игрока, чтобы он просто работал на тебя, смотрел Мгм. в рот и слушал, как бы. Вот. Поэтому здесь очень интересно, как бы, найти подход именно каждому игроку. Вы знаете, вот Узбекистан, совершенно южная страна, да, Да. и хоккей. Вид спорта как бы совсем неорганичный, так условно говоря. Я помню, когда-то Пеле спросили, когда сборная России станет чемпионом мира по футболу. Когда Он сказал, когда сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею. Не получится так. У нас есть шансы, да, здесь в Узбекистане. Молодежь местная, я имею в виду, она уже интересуется. Смотрите, у нас есть сборная Ю-18. То есть у нас там игроки 18 лет, 17 лет. И вот совсем недавно, я их тоже непосредственно тренирую, наши сборные, и есть там свои тренеры, главный тренер их Фахрудинов Артур Аликович. Они поехали в Казань на чемпионат Азии и Океании Мгм. и стали чемпионами. Поразительно. И президент Узбекистана поздравил их. Замечательно. То есть обратил на это внимание, и сейчас уже больше и больше как бы обращают внимание к хоккею. И наш игрок, наш капитан Рустамхонов Джасур стал бомбардиром, он забил больше всех. Великолепно. И поэтому нужно просто работать дружно, не вставлять друг другу палки в колеса, а просто помогать, смотря насколько, конечно, будут заинтересованы. То есть страна, да, Да. в поддержке этого спорта. Я, например, фанат хоккея, был бы очень рад, если бы в Узбекистане этот вид спорта получил бы развитие. И не только я думаю, огромное количество аудитории будет не меньше, чем у футбола, так? Потому что замечательный вид спорта совершенно. Да, на нас очень много людей ходит, и стадион заполняется, и атмосфера совершенно другая. У нас очень такой эффектный спорт. Мгм. Постоянно единоборства, постоянно драки, постоянно голы там, и так далее. Красивые комбинации, опять же. Вот. И поэтому вот этот Джасур Рустамхонов, мы его сейчас взяли в главную команду. У нас уже есть 2 игрока узбека. Мгм. Это Расулов Мгм. Джавахир, Коган Даниэль и вот сейчас Джасур Рустамхонов. Плюс сейчас у нас еще один вратарь, пока что на просмотре, но Кривомазов Роман Юрьевич, наш тренер, по вратарям, он с ним как раз-таки занимается. Значит, уже есть примеры. Да. Да, для него он учится, ему еще 17 лет, но он уже как бы, нет, ему сейчас 2007 года, 15-16 лет, вот, уже Мгм. будет. Он уже как бы обучается и смотрит на взрослых, но я думаю, что в целом, если он будет работоспособным и будет стараться, то из него можно что-то слепить, так скажем. Да. Спасибо вам. Было очень интересно. Вы рассказали очень много интересного изнутри о хоккее. И самое главное, вы внушили нам оптимизм и надежду, что и Узбекистан вольется вот в число стран, в которых хоккей будет развит. Это только пойдет на пользу и молодежи, и стране, и здоровью, и эмоциям огромного количества людей. Вам успехов больших в вашей работе. Мы очень будем за вас болеть и надеяться на ваши профессиональные успехи. Всего вам доброго. Спасибо. Большое спасибо за за очень приглашение. интересную беседу вам. Спасибо.